Вы на канале «Горизонт событий». Приветствую всех, кто следит за стремительными изменениями на нашей планете. Сегодня 16 июня, и мы начинаем свежий выпуск природных катаклизмов, аномалий и чрезвычайных событий за прошедшие сутки. В Иркутской области потерпел крушение дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракета-носитель Ту-22М3. Чрезвычайное происшествие случилось во время захода на посадку при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Военная машина упала на берегу реки Ангары неподалеку от города Свирск. 4 членов экипажа, находившиеся на борту, успели катапультироваться. Местные жители обнаружили летчиков, после чего их доставили в больницу. Медики оценивают состояние 3 членов экипажа как легкой степени тяжести, а 1 как средне-тяжелое. Их жизням ничего не угрожает. В Министерстве обороны уточнили, что бомбардировщик выполнял полет без боекомплекта. Предварительной причиной крушения называют внезапный отказ двигателей. На месте падения ракетоносителя возник крупный пожар. Огонь охватил площадь порядка 400 квадратных метров. На месте ЧП развернута комиссия Главного командования Воздушно-космических сил России для установления всех деталей инцидента. Рекордный ливень буквально утопил восточное побережье китайской провинции Гуандун. 14 июня в городском округе Шанвэй, особенно в городе Луфан, зафиксированы невероятные показатели. За 24 часа здесь выпало от 588 до 647 миллиметров осадков. Это полугодовая норма дождей, обрушившаяся на регион за одни сутки. Предыдущие исторические рекорды погоды полностью побиты. Из-за колоссального объема воды местные реки вышли из берегов и затопили жилые кварталы. В соседнем уезде Хоэлай мощное течение реки Лунгджан сорвало с причалов и унесло десятки лодок. Из-за масштабных затоплений и повреждения дорог власти объявили высший, первый уровень экстренного реагирования и отменили занятия в школах. Сейчас в пострадавших районах Гуандуна ведется масштабная спасательная операция. Спасатели на лодках эвакуируют людей из затопленных домов, а инженерные бригады пытаются откачать воду. Синоптики предупреждают, что расслабляться рано. Мощные ливни, грозы и шквалистый ветер сохранятся в регионе еще минимум на 3 дня. Жителей призывают не выходить на улицу и держаться как можно дальше от рек и низин. 6 человек погибли в Бразилии в результате столкновения 2 вертолетов в воздухе к юго-западу от Рио-де-Жанейро. Трагедия произошла утром 14 июня в районе Рекрея-дус-Бандерантес. Среди жертв крушения оказался известный американский певец, продюсер и комик Оливер Три, которому было 32 года, а также 23-летний аргентинский ютубер и стример Гаспи, настоящее имя которого Гаспар Прим Диас. Всего на борту первого вертолета находилось 5 человек, в том числе аргентинский режиссер Лукас Виньяли и музыкальный продюсер Лукас Фроту. Вторым бортом управлял единственный пилот. Выжить не удалось никому. Очевидцы сообщают, что после столкновения в небе один из вертолетов буквально камнем рухнул на парковку автосалона электромобилей. Падение вызвало взрыв и сильный пожар, который уничтожил около 20 припаркованных машин. Обломки от сильного взрыва разлетелись по соседним жилым кварталам, повредив окна зданий. Центр по расследованию и профилактике авиационных происшествий Бразилии уже начал следствие, чтобы установить точные причины этого трагического столкновения. 14 июня на Гавайях на вулкане Килуэа начался 49-й по счету эпизод извержения. Ранним утром приборы зафиксировали первые потоки лавы из северного жерла, а уже к половине 10 утра сейсмическая активность на вершине резко усилилась. Через несколько минут началось непрерывное фонтанирование. Огромные лавовые фонтаны из северного жерла взмыли в небо на высоту около 210 метров. Каждую секунду из недр Земли выбрасывалось до 320 кубических метров раскаленной массы. Параллельно с этим вулкан выбрасывал огромные объемы тефры и пепла, сформировав гигантский шлейф. Пепел поднялся на высоту около 5,5 километров над уровнем моря и из-за сильного ветра протянулся в юго-западном направлении. Активная фаза этого эпизода извержения длилась около 7,5 часов.
На американской авиабазе «Эдвардс» в Калифорнии вскоре после взлета потерпел крушение стратегический бомбардировщик Б-52 «Стратофортресс» военно-воздушных сил США. По официальным данным, инцидент произошел в понедельник в пустыне Мохаве. Командование базы сообщило, что на борту самолета, выполнявшего плановый испытательный полет, находились 8 человек. К сожалению, первые данные с места крушения указывают на то, что шансов выжить у экипажа не было. Сразу после падения самолета все подлеты к авиабазе «Эдвардс» были заблокированы, а прибывающие рейсы перенаправлены на другие аэродромы, чтобы экстренные службы могли полностью сосредоточиться на ликвидации последствий трагедии. Авиабаза «Эдвардс» традиционно является ключевым центром для испытаний новейших систем вооружения, и разбившийся Б-52 участвовал в программе модернизации. В настоящее время на месте падения работает специальная комиссия Пентагона для установления точных причин трагедии. В испанской Галисии бушует крупный лесной пожар. Возгорание началось еще в субботу вечером в приходе Морейрос в провинции Оренсе. Из-за сильного ветра и экстремальной жары, превышающей 30 градусов Цельсия, пламя быстро распространилось. В воскресенье власти объявили чрезвычайную ситуацию из-за прямой угрозы жилым домам в населенном пункте Виконья. По предварительным оценкам, пламя уже уничтожило 230 гектаров леса. Для борьбы за стихией мобилизованы более 50 бригад, десятки пожарных машин, а также авиационная группировка из 10 самолетов и 6 вертолетов. Основной причиной пожара эксперты называют удар молнии во время сухой грозы. Жители охваченных огнем районов поливают водой участки и пустующие дома соседей, чтобы сдержать огненный фронт. Борьба с огнем осложняется горным рельефом в северной зоне Огабьян, куда технике добраться крайне сложно. Сообщается о возникновении второго очага в Бобарасе, неподалеку от местной школы, из-за чего пришлось эвакуировать детей. Вчера, благодаря снижению ветра в ночные часы и самоотверженной работе экстренных служб, непосредственную угрозу жилым домам удалось снять. Тем не менее, спасатели продолжают борьбу с огнем на самых сложных участках. Не успели жители Астрахани перевести дух после нашествия мошкары, как на город обрушилась новая напасть. Регион накрыли тучи серых кузнечиков. Прыгающие насекомые оккупировали улицы, тротуары, облепили стены многоэтажек, шезлонги на базах отдыха и начали массово штурмовать квартиры через открытые окна. В Россельхозцентре поспешили успокоить паникующих местных жителей, которые начали путать насекомых с азиатской саранчой, несущей угрозу урожаю. Ученые утверждают, что город столкнулся именно с крупным серым кузнечиком, а причиной их резкого наплыва стали очень благоприятные погодные условия и начавшийся период спаривания. Специалисты прогнозируют, что пик брачного сезона продлится около 2 недель, после чего численность прыгунов резко пойдет на спад. Эксперты предупреждают, что пытаться ловить серых кузнечиков голыми руками не рекомендуется. Эти насекомые, хоть и не ядовиты, но обладают мощными челюстями и при защите способны нанести глубокий, крайне болезненный укус. Истребитель американской морской авиации F-18 Hornet потерпел крушение в горно-лесистой местности штата Вашингтон. Сверхзвуковой военный самолет, принадлежавший третьему крылу морской пехоты из базы Мирамар в Сан-Диего, выполнял плановый тренировочный полет примерно в 90 километрах к юго-востоку от Сиэта. Падение самолета на лесистый склон горы в национальном заповеднике Оканаган-Уэнатчи вызвало природный пожар. Огонь быстро распространился по сухому подлеску и создал угрозу для загородных домов, из-за чего пришлось экстренно эвакуировать туристов и отдыхающих из близлежащих кемпингов. Пилот истребителя успел вовремя катапультироваться, он отделался лишь незначительными ушибами. Специальная военная комиссия уже начала расследование для выяснения точных обстоятельств и причин этой аварии. Трагические новости приходят из северо-востока Индии.
Там, на территории военной авиабазы Джорхат в штате Ассам, потерпел крушение двухмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет Ан-32. Воздушное судно, принадлежащее 43-й эскадрилье ВВС Индии, выполняло плановый полет. ЧП случилось при заходе на посадку. Самолет внезапно потерял управление, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, развалился на части и вспыхнул. Жертвами этой катастрофы стали 5 индийских военнослужащих. В этой страшной аварии чудом выжил лишь один человек, второй пилот самолета. Для расследования всех обстоятельств трагедии Главное командование ВВС Индии создало специальную следственную комиссию. Мощная пыльная буря накрыла вчера город Чуру в индийском штате Раджастан. Гигантская стена из песка высотой в сотни метров полностью заблокировала солнечный свет, из-за чего улицы погрузились в кромешную тьму. Видимость на дорогах упала до нуля, из-за чего водители были вынуждены включать фары и останавливаться на обочинах. Порывы ветра достигали скорости 70 км в час. Он с корнем вырывал деревья, повалил столбы линии электропередачи и оставил без света целые районы. Синоптики Метеорологического департамента Индии связывают это экстремальное явление с сильным западным возмущением, которое столкнулось с перегретым воздухом над пустыней Тар перед началом сезона муссонов. Примечательно, что это уже вторая катастрофическая буря в округе за последние 3 недели. Сразу после песчаного апокалипсиса на город обрушился сильный ливень, который принес долгожданную прохладу и снизил температуру воздуха, сбив изнуряющую многодневную жару. Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,8, обрушившееся на филиппинский остров Минданао 8 июня, привело к тектоническим сдвигам и буквально переписало географию региона. Сдвиг в зоне Котабата вызвал поднятие участков морского дна до высоты 2 метров, из-за чего береговая линия в провинциях Сарангани и Западной Давао отступила вглубь океана примерно на 200 метров. Этот подъем обнажил огромные площади коралловых рифов, заросли морских водорослей и уникальные прибрежные экосистемы, которые веками находились под водой. Вся подводная жизнь пострадавших районов оказалась на суше, что нанесло колоссальный, местами невосполнимый ущерб экологии. Экологические патрули уже обнаружили километры безжизненных кораллов, погибших рыб, редких моллюсков и других эндемичных обитателей океана. Сейсмологи подчеркивают, что сам процесс разрыва в очаге и основного сотрясения продолжался 70 секунд. Затяжной характер подземных толчков привел к масштабным разрушениям на суше, унес жизни десятков людей и уже вызвал более 1700 авторшоков, которые продолжают сотрясать Филиппины. Ученые сейчас пытаются оценить полный масштаб экологического бедствия и его долгосрочные последствия для биосферы Тихого океана.